Okay. Доброе утро, друзья. Okay, I see the light. My light is not so strong. What is happening? Эта девушка боится пещер. Интересный переход, правда? А, так и нужно было. Я понял. Что, страшно? Try, I film it. Тут есть проблемы с тропинкой небольшие. Не знаю, правильно мы идем или нет. Эта девушка ехала со мной в автобусе, потом спросила, как пройти к этому водопаду. Она из Берлина или Франции. Ну, короче, мы шли в одном направлении. Здесь оползни повсюду. I know. Девушка говорит, это не тропинка. Я говорю, я знаю. А эта девушка мне доверяет и идет за мной. Хотя я специально иду не туристическим путем, а ебанутым. И она что-то идет за мной. Ее не смущает это.
You won't go back? You won't coming back? I don't know. Спрашиваю, это там можно пройти? Да пройти-то везде можно. You can if you want. Але все равно идет. Be careful. Use arms. Use your arms. You want to have Be- the video for when I fall, no? Yes. I wait for it. This. Be careful. Yes, and now? Придерживаю бревно. Why? Okay. You have better shoes than mine. Oh my god. You're funny. Куда она ползет? Ладно. Кто за кем еще в итоге идет? Вот это дорожка тут. Are you okay? О, там красиво. Смотрите, как тут прикольно в итоге. Так, мы дошли, кажется, к водопаду. Cold? Sometimes I swimming. Big. Ой. Shower. It's raining. Mm-hmm. Ну вот, впритык подошел к этому водопаду. Дальше уже пройти нельзя. В дыру эту залезть тоже нельзя.
Девушка сказала, что не полезет на дерево. Но вижу, что хочет. Yes. Хорошо, что я взял с собой азорский хлеб. И тут птичка ручная. Но на островах обычно всегда ручные птицы. Им вот так вот руку вытягиваешь с едой, и они летят прям к тебе и не боятся. Сейчас птичка прилетит. Hold, hold. Just wait. Come on. Смешная круглая птичка. Какая же погода сегодня замечательная. Маленькие коровки, смотрите, какие. Совсем маленькие.
Всем привет! А сегодня я отправляюсь к очередному водопаду. Я его ранее не видел, случайно его нашел на карте. Он должен быть большим, широким, мощным. Но находится он далековато. Прям в центре острова, глубоко, так сказать. Сегодня сильный ветер, погода очень переменчива. Солнце, дождь, ветер, все подряд. Но мне нравится. По пути встречаются и другие водопады, более мелкие. И забавно то, что водопады такого типа вообще никак не обозначены на карте, никаких отметок, что это водопад. Ну как бы их тут дофига, поэтому особо зачем уделять внимание какому-то очередному водопаду. Ну здесь все прям как надо. Есть указатели, путеводитель по тропам. И вот мы сейчас будем двигаться по вот этой вот красной тропе, дойдем до этого озера. И вот здесь где-то за озером находится тот самый водопад, куда я иду. Потому что это озеро я видел, но видел его с этой стороны, с высоты. Внизу этого озера я не был. Ну, короче, по этой тропе тоже не ходил, поэтому для меня это будет абсолютно новое впечатление. Тем более, конечная точка у меня на водопаде. И вот можете увидеть размер этого острова. И это озеро находится прямо в его центре. Так что вот нам в эту сторону. Я вышел наконец-то на ровную поверхность, потому что перед этим был постоянный подъем. Я ничего не снимал, потому что не сильно приятная дорога была вверх. И вот можно немного передохнуть, пока здесь дорога ровная. И я вроде бы прошел уже полпути, хотя может быть только треть. И опять подъемы. Вот впереди опять подъем уже. Вот, кажется, сегодня был оползень в этом участке. Прям свежая земля. Я дошел к участку, где проходит водоканал от водопада вниз в город. На Мадейре в подобных каналах, кстати, водится даже рыба. Этот прям совсем глубокий. Все вокруг покрыто мхом. Кстати, глубина вот этого канала прям с головой. Я посмотрел, там прям, если туда прыгнуть, то тебе будет либо по шею, либо с головой. Вот здесь наглядно видно, какая глубина канала. Наверное, 2 метра. Ну или 1,70 м прям. С мой рост. Кстати, мой рост 1,73 м. Но тут уже идти поинтересней, потому что когда я поднимался, все было довольно монотонно, однообразно. Здесь прям садишь гуфи на лодочку, и он плывет себе. Кстати, гуфи со мной. Сильно просился сегодня, чтобы я взял его с собой в поход. Надоело ему сидеть дома. Говорит, почему ты меня с собой не берешь? Мне аж стыдно стало, когда он спросил.
мы выходим на просвет. Мы шли вдоль этой так называемой левады. Это называется левады. Ну, на Мадейре они так назывались. И вроде бы выходим на просвет, и сейчас, возможно, уже откроется вид на само озеро. Ну, мне так кажется, что скоро мы его увидим. Должны, по крайней мере. Я давно не смотрел в карту. Ну, Азорские острова — это просто все оттенки зеленого. Камера моего айфона не способна передать прям в действительности все эти оттенки. Вживую ты видишь прям миллионы оттенков зеленого. В то время как остров Мадейра, он более разнообразен в цветовой гамме, потому что он вообще, я не знаю, поднялся из самых глубоких недр земли, там его переворачивало 10 раз, месило, знаете, его вулкан перемешал и поднял из недр вообще все цвета, там от желтого до зеленого, оранжевого, красного песка. Мадейра очень разнообразная. И многие думают, что Азорские острова и Мадейра похожи. Но они реально разные. Ну вот, да, есть некоторые моменты схожести, но прям некоторые думают, что если они побывали на Азорских островах, то на Мадейру не стоит ехать. Или наоборот. Но я вам скажу, это абсолютно разный опыт, абсолютно разные впечатления. Это абсолютно разные острова. Точно так же и Тенерифе думают, что похожи чем-то на Азоры или Мадейру. Абсолютно нет. Ну что, будет просвет на озеро. Я за все время, пока иду, встретил только один раз людей. Папа с дочкой шли. И все, и больше никого. Периодически, как это слово, поднимается или срывается сильный ветер. О котором я вам говорил. Это такое, это мини-заливчик, так сказать, и преграда. Забыл, как это называется правильно. Шлюз. Вот. Это сеть Левад. Эта часть тропы какой-то Unreal. Столько зелени я не видел никогда в жизни.
Ну же. Уже должно быть озеро. Да. Все. Мы дошли к озеру. Какой же здесь сильный ветер. Пришлось надеть еще одну кофту. Блин, нет тропинки. Я не знаю, куда я иду и как вообще тут пройти. Я очень не уверен, что вообще по этой тропе куда-то можно будет выйти, но можем попытаться. Мокро и скользко здесь. Колючие кусты. Тропа просто ужасная, очень колючая, ее практически здесь нет, но кто-то ж по ней ходил когда-то, может просто чтобы подняться посмотреть на вид, а я хочу выйти прямо на дорогу, неизвестно, выведет она меня туда или нет, потому что вот эта тропа, видите, как бы вот тут надо идти. Когда-то же кто-то здесь ходит иногда. Куда-то же она ведет. Если вы не видите тропу, то ее вижу я. Вот, что не видите? Тут тропинка. О, да. Это ветер. Блин, какое все скользкое. Жесть. Не выдержит меня хоть. Какая жесть. Блин. За траву хватаюсь. Ну вот даже тут мусор есть от конфет. Смотрите. Кто-то же это здесь оставил. Тропа эта не обозначена ни на одной карте вообще. Потому что если тропы слишком сложные, их специально не обозначают на общедоступных картах, чтобы люди туда не шли, чтобы не брать ответственность на себя. А, все?
конец. Ну типа, это, наверное, тупик. Дальше некуда идти. А спускаться тут очень неприятно. Ну, ладно. Просто я потерял время сюда, и таким образом, если я не могу тут пройти, мой поход к водопаду, возможно, сегодня находится под угрозой срыва, потому что если идти по вот этой вот дороге, которую вы видите там, это сильно далеко и сильно в обход. А вот этот пик вроде бы можно подняться. Он обозначен на карте. Смотрите, отсюда открывается вид на тот самый маленький остров с кратером, идеально круглым. Если посмотреть на него сверху, с дрона, там идеально круглое отверстие. Привет. Кстати, я только что прикоснулся к вот этой вот проволоке, она, оказывается, бьется током. Это чтобы коровы не выходили. В итоге током токнуло меня, так сказать. Коровы знают, что к ней подходить не надо. А я не знал, я думал, просто оградка. Она под напряжением. Это же надо. Продумано все. Ну, ток не прям такой сильный, но неприятно. Вот я подошел к водопаду. Он прям мощный. Я его вижу сквозь деревья, но как к нему подойти, непонятно вообще. Подхода туда отсюда нет. Ну вот только так его видно. Очень жаль, что нельзя к нему подойти близко. Я вот насколько смог, настолько спустился. Я, конечно, попытаюсь еще ниже подойти. Не уверен, но попробуем. Водопад реально очень мощный, большой. Ну вот что-то похожее на тропинку есть, но она очень опасная. Тем более все скользкое сейчас. Ну вот, подошел еще ближе. Очень скользко, очень опасно тут. Ну, ребята, я приложил все возможные усилия, чтобы подойти ближе. Он очень красив.
Ну, в сухую погоду тут еще нормально можно спуститься. Можно хвататься за корни. Но сейчас это капец. Я один раз навернулся, палка от дерева отломилась, и я в болото упал. Все штаны грязные. Но я прям у водопада. Вот он. Прям передо мной. Ну и, кстати, этот водопад двойной. То есть мы видим только нижний каскад, а там сверху еще один каскад. И то есть он гораздо выше. Просто он вот так вот идет. Но верхний отсюда не видно. Блин, весь грязный. И особо никто не знает про этот водопад. На отметках его нигде нет. Не обозначено никак. И кажется, я даже успеваю на автобус обратно к себе в отель. Потому что к моему отелю пешком очень далеко. Так что все сложилось лучшим образом. Даже водопад посмотрели. Ну все, я уже у океана приземлился в замечательном заведении, где меня даже покормят. Заказал уже еду. И у меня столик с видом на черный пляж. Иногда капает дождь, поэтому я сел под накрытием. Ну а в целом такая вот здесь атмосфера. Пустынный, черный, красивый. И, кстати, классный отель здесь находится. У него большая территория зеленая. И прям первая линия на отдельном мысе. Вообще шикарно. Я, кстати, думал остановиться в этом отеле, но немножко все-таки далековато. Хотя прямо здесь вот и сразу же дорога, и тут есть остановка автобусная. Ну и такси вызвать на этой дороге очень легко. То есть, чтобы остановиться, отель отличный. И вот такой вот бар. Сейчас мне приготовят еду. Вот мой столик. Красота. Доволен я своей прогулкой сегодня. Очень классно сегодня погулял. Ну и, конечно же, начнем с кофе и свежевыжатого апельсинового сока. Мой автобус как раз через час, поэтому все идеально. Я как раз успею поужинать, и приедет мое корыто, которое отвезет меня в отель.